Друзья, всем привет! Прежде чем начать основную часть своего ролика, хотел бы вас поблагодарить за подписки. Нас уже более 200 человек, и это не может не радовать. В общем, продолжаем же в том же духе и не останавливаемся. Если вы хотите приобрести кроликов из нашего хозяйства, я под каждым видео в описании буду оставлять свой номер телефона. Можете со мной связываться либо по вайберу, либо по ватсапу. Все, ну а теперь непосредственно к самому ролику. В этом ролике я хотел бы обсудить с вами 5 основных правил, которые я выделил для себя, которые помогут мне и вам свести к минимуму попадание различных болезней со стороны вашего хозяйства. Начнем. Первое правило — это карантин. У каждого кроликовода должно быть такое место, которое изолировано от основного поголовья, куда вы можете посадить кролика вновь прибывшего, либо, если у вас в хозяйстве какая-то проблема, беда с кроликом, вы его можете отсадить, чтобы выяснить, в чем причина с кроликом, да, и если это инфекционное какое-то заболевание, чтобы оно не пошло на основное поголовье. Вот для этого нужна отдельная клетка. Это называется карантинная зона. То есть, зачем он нужен, этот карантин? Когда вы приобретаете нового кролика из нового хозяйства, вам необходимо посадить его в карантин. Вы не знаете, что с этим кроликом, чем он болел, чем он болеет, что у него есть, чего у него нету. И зачастую недобросовестные продавцы, они просто залечивают разные болезни, которые впоследствии вылазят. И вы на радостях, не зная об этом правиле, несете этого кролика в общее хозяйство, и потом случается беда, да, у кролика там какой-нибудь инфекционный ринит или еще хуже какая-нибудь другая инфекционная болезнь, и она распространяется по всему поголовью. Нет, вы берете этого кролика, садите в карантин минимум неделя, максимум, ну, недели 3. Именно вот в этот период у кролика вылазят все его скрытые болячки. И чем дальше карантинная клетка будет от основного поголовья, тем лучше. Правило номер 2. Если вы побывали в чем-то хозяйстве, либо в каких-то ветаптеках, встречались с людьми, у которых тоже есть хозяйство, какой-то скот и так далее и тому подобное, когда вы приезжаете домой, полностью снимайте эту одежду, в которой вы были вне своего хозяйства. Не надо также бежать к своим кроликам, обнимать их, трогать руками, когда вы тут же в ветаптеке считали деньги, сдачу и так далее, и бежите к своим кроликам. Именно на вашей одежде, на ваших руках всякая инфекция и зараза попадает в ваше хозяйство. Поэтому приехали домой, переоделись, помыли руки, и тогда, пожалуйста, уже свое хозяйство. Это вам поможет избежать много болезней. Третье правило, на мой взгляд, это не пускать никого в свое хозяйство. Вообще, абсолютно никого. Если вы продаете кроликов, вынесли за территорию своего калитки, да, ну, где вы живете, за территорию своего дома, показали покупателю кролика, он выбрал, вы отдали и унесли. Никогда никого не пускайте. Почему? Потому что как я уже сказал в правиле номер 2, вся зараза приходит к вам в хозяйство на одежде. Вы пускаете со стороны человека, неизвестно где он был, также какие заболевания в его хозяйстве, где он находился, в этой своей одежде, да, и вы пускаете его в свое хозяйство, соответственно, вся зараза на его одежде переходит в ваше хозяйство. Все. В правиле номер 3 мы никого не пускаем в своего хозяйства. Даже если человек обидится, что вам от этого, да, вы спасаете свое хозяйство. Как-то надо корректно человеку объяснить, что по такой-то, такой-то причине вы не можете его пустить. И все, и человек не будет обижаться. Правило номер 4. Часто наши друзья и знакомые, которые также держат кроликов, ну не именно нас, ваши там и так далее и тому подобное, просят взять у вас крола, покрыть свою самку. Либо наоборот хотят к вам привести самку, чтобы вы покрыли ее своим кролом. Также не категорически, но как-то мягко мы должны этому человеку отказать. Почему? Потому что, как я уже говорил в предыдущих правилах, мы не знаем, что это за кролик, да, какие у него скрытые болезни и так далее и тому подобное. И мы не берем этого кролика в свое хозяйство и не отдаем своих кроликов на случку в другие хозяйства, чтобы нам потом не держать его в карантине, да, ну, если все хорошо, он ничего не подцепил, никакой болезни, это ладно, хорошо. А если что-нибудь подцепит, вот, это правило номер 4, мы никому не даем своих кроликов на случку, и также мы не принимаем в свое хозяйство извне других кроликов на случку.
Ну и пятое правило, на мой взгляд, также немаловажное, это оградить своих питомцев от контакта с другими животными. Коровы, говорю, куры, кошки, собаки, крысы, мыши и так далее. Если вы знаете, что у вас где-то там бегает кошка там ваша, постарайтесь оградить, потому что эти животные также являются переносчиками различных заболеваний, которые, например, она переносит нормально, а ваш кролик не перенесет, да? Поэтому мы ограждаем наше поголовье от этих животных. Также, если вы заметили, что где-то у вас крыски, мышки и так далее, также принимаем меры по их ликвидации. Подсыпаем отраву и так далее и тому подобное. Все. О мерах профилактики, таких как вакцинация, гельминтизация и от кокцидиоза, мы это не беремся. В этом ролике я назвал 5 причин, по моему мнению, которые помогут вам избежать появления в вашем хозяйстве всяких болезней извне. Поэтому, надеюсь, этот ролик был полезный для вас. Надеюсь, вы будете соблюдать эти правила. Если вы их соблюдаете, вы молодец. Если не соблюдали и не знали, что нужно так делать, будете теперь делать, и ваше хозяйство будет здорово. Здоровья вашим кроликам, вам счастья, удачи, все будет круто. Пока-пока.